Подскажи, пожалуйста, как начать действовать, если погряз в лени, апатии и негативных мыслях, и нет денег на специалиста, который поможет? Вот это мне напоминает сразу вопрос Петра. Как вытащить себя? Откуда брать силу для изменения, чтобы вылезти из этого болота? Возможно, целевой образ может помочь это сделать. Ну, ребята, как можно вот с таким вопросом приходить и ожидать, что вы получите ответ, который вам поможет? Ну вот, я же не знаю, почему с тобой это произошло. Погряз в лени, апатии, негативных мыслях. Ну надо же сначала причину найти. Причину найти. Ну вот, если брать идеальную ситуацию, это точка А, точка Б и линия между ними. Вы понимаете, что другого нет? Ну, как бы вот по-другому нельзя развиваться. Вот, допустим, вы хотите куда-то проехать, вы достаете навигатор. Он сможет вас отвезти, если он не понимает, где вы? Нет, он же не сможет построить маршрут. Ну, он же не сможет построить маршрут. Согласны? Я думаю, что да. А если вы ему не напишите, куда вы едете, он сможет построить маршрут? Нет, это исключено. Это абсолютно исключено. Навигатор не сможет построить вам маршрут, если вы не знаете точки А и точки Б. Если вы знаете точку А и точку Б, что сделает навигатор? Он протянет кратчайшую линию, да? Но вот так, если просто линию провести, там же дома будут встречаться на этой линии. Будут дороги и будут дома, да? Поэтому он сделает кратчайшую линию в обход, как бы, домов, там, кратчайшим путем по дорогам, если не брать пробки еще, да? А если брать пробки, то он еще учтет и их. Как их объехать? То есть, грубо говоря, он возьмет точку А, точку Б, нарисует прямую линию, посмотрит, какими дорогами можно проехать максимально близко к этой прямой линии, и еще учтет в этом пробки. Ну, так вот, если совсем по-простому. Вот алгоритм навигатора. Нет ничего другого в том развитии, о котором мы с вами здесь все время говорим. Вообще ничего. Абсолютно та же самая логика. Точка А, точка Б и линия как бы изменений, которая должна учитывать какие-то особые нюансы там. Ну, грубо говоря, ваши внутренние пробки. Все. Все. Точка А в моем проекте – это консультация, поиск игры. Что она показывает? Она показывает, где вы находитесь. Да, то есть в какую игру вы играете сейчас. Она показывает причину того, что с вами произошло. Она показывает, в какой вы находитесь роли. Что сделать? Ну, как бы, почему тренинги, я не имею в виду именно мои, да? Вообще тренинги все, они имеют очень низкую эффективность. А высокую эффективность, и там много отзывов, показывают тренинги, где человек, как бы, он вас насыщает своей энергией, да? Она потом заканчивается, ну и все это приводит к еще более плачевному результату. А так вот, если в длинную, ну, потому что человек берет и вместо точки А он вставляет туда то, что он думает о точке А. То есть в большинстве случаев, в абсолютном большинстве ситуаций, человек начинает развитие, и он не понимает причины, которые его привели к этому состоянию, в котором он есть. А во-вторых, он не знает само состояние. Почему? Потому что он же играет роль, и он думает, что он это роль. Ни один же человек про себя не знает, кто он на самом деле, понимаете? Ну, никто практически. Поэтому, когда люди начинают развиваться, они начинают развивать не себя, а того, кем они себя вообразили. А это же разные люди. Вы понимаете, что то, что вы есть, и то, что вы, думаете, что вы есть, между ними пропасть. Вот эту пропасть и устраняет поиск игры. Потому что человек всегда пытается найти решение в своей текущей системе координат. А решение всегда заключается в том, чтобы убрать текущую систему координат и взять настоящую систему координат и в ней увидеть себя. Понимаете? Потому что все в своей системе координат, все звезды, все на все имеют право. У всех есть, чем гордиться и какие-то небольшие косячки. И когда ты вставляешь, вот это все берешь и показываешь, что, окей, вот это твоя система координат, а вот настоящая. Вот, посмотри на себя в ней. И для человека всегда это шок.
как он выглядит глазами, глазами Вселенной, а не своими собственными привычными глазами. Поэтому еще раз, в моем проекте самый быстрый способ развиваться – это точка А – консультация, поиск игры. Потому что там вы понимаете, что с вами на самом деле. И после того, как вы ее прошли, очень важно там не забить, не забыть, а реально это пропустить через себя. Но это понимание. Следующее, как в навигаторе, понимаете, по-другому-то никак, да? Это консультация по целевому образу. Сборка целевого образа. Для чего? Для того, чтобы человек почувствовал, а как может быть. То есть на первой консультации он падает ниже плинтуса. Типа, что произошло? Как так получилось, что со мной вот это, да? На второй консультации он взлетает выше небес. Почему? Потому что за 3 часа можно собрать человеку идеальное состояние. Что такое идеальное состояние? Не идеальное состояние, которое я придумал, а то идеальное состояние, которое есть у него в теле. Можно это вытащить. То есть это 100% его продукт. Это не какая-то внешняя наносная конструкция. Но однажды прожив это, он получает, куда ехать вообще, к чему стремиться. Ведь проблема не только в том, что человек не знает, кого он меняет в точке. Проблема еще в том, что он не знает, куда он едет. То есть человек постоянно меняется, но он не знает, а как бы я мог себя чувствовать в идеале. То есть каков мой максимум, в чем мой потенциал. А не зная своего максимума, он же не может оценить свое текущее состояние. Ведь если ты знаешь, что я мог бы вот так уже и мотивация какая, туда стремиться, да. А когда ты не знаешь, так вроде и так нормально. То есть он даже же человек не подозревает обычно, где он на этом пути, там, А, Б, там, вот это вот. Как это могло бы быть, как это есть. Нет возможности это оценить. Это как, знаете, чтобы вы поймали это легко. Никто же не знает, что такое здоровое тело, правильно? То есть это же надо как-то почувствовать, а никто не знает. Идеальное состояние тела – это когда вы его не чувствуете. В плане оно настолько легкое, что вы как растворены в пространстве, да? Потому что основное, что мы чувствуем, вы можете прямо сейчас проверить, это же напряжение, да? А как ощутить свое тело без напряжений? Очень тяжело. Нереально. На практике нереально. Поэтому никто не знает, что такое здоровое тело. Все удовлетворяются тем, что есть. Но можно собрать свой целевой образ. Поэтому точка Б – это второй шаг. А когда мы знаем А и знаем Б, и уже есть инструменты наблюдать и оценивать свою реальность через точку А, и каждый день проживать свою точку Б. Вот это уже как минимум вот этими 2 инструментами можно много изменений сделать. Но когда они есть, можно и линию быстро прорисовать. То есть понять, какие самые быстрые, адекватные шаги могут помочь переехать из точки А в точку Б. И любое развитие, с моей точки зрения, точно так же, как в навигаторе. Вот берете Яндекс Навигатор. Вот как он строит, вот так же все работает и в любой другой сфере жизни, в том числе в личном развитии. Тут ты пишешь, денег нету, да, то есть я не могу прийти к тебе, ни туда, ни сюда. Хорошо, это что значит? Знаешь, что тебе надо самому разобраться с точкой А и точкой Б. Вот что это значит. А что еще я могу здесь сказать? Наверное, ничего. Я ведь сам когда-то оказался в этой ситуации, понимаешь? Я почувствовал, что моя жизнь идет куда-то, я занят зарабатыванием денег, я навострачился делать невероятные вещи. Просто, чтобы вы понимали, я в 27 лет управлял финансовыми компаниями с балансом в 1 миллиард рублей. У меня тут деньги все были, понимаете? Я отвечал за казначейство, за бюджеты, за планирование, за бухгалтерию, за налоги, за юристов, за патентные всякие штуки. За компанию с балансом в 1 миллиард рублей. То есть я, в принципе, дошел до того, что я сижу там самый молодой, грубо говоря, вокруг меня серьезные дяди и тети. Делают очень серьезные проекты. Мне легко это вообще. И я понимаю, следующий шаг, например, чтобы я еще больше вырос, он вот такой, да.
И я стал себя спрашивать, окей, как бы, а я при всем при этом я чувствую себя плохо. Плохо. Ну, я пошел как бы разбираться, а как мне себя чувствовать лучше. Как мне себя чувствовать лучше? Я потыкался туда-сюда, кучу всяких там штучек попробовал. Ну, я понимаю, что это ерунда, детский сад вообще. Ну, уже с моим мышлением, даже тем, которое у меня было, я сразу увидел, что люди, которые мне что-то рассказывают про то, как устроен человек, они не понимают этого сами. Потому что у меня уже был как бы жесткий критерий это измерить, да, так как я очень много времени провел в финансах, я увидел большую картину, как текут деньги. И видя эту картину, видя ее закономерности, я понимал, что я не знал, как течет энергия человека, но я точно знал, что не проще, чем вот это. Потому что деньги это же только часть человеческой деятельности, да? Ведь если ты изучил человека, то, по сути дела, ты можешь идти в любой вид деятельности. Он же всего лишь часть человека, да? Так вот, я понимал, что я изучил часть человека, и я точно понял, что человек сам сложнее. А то, что мне рассказывают, в основном детский сад. Ну, просто детский сад. Все пытаются свести к какому-то одному элементу. Я точно знал, что там не один элемент, их много. Сходил к одному, сходил к другому, к пятому, к десятому. Я понял, мне никто не может помочь. Все, что мне предлагают, я пробую. Ну, блин, ну реально вообще не то. А я там походил, у меня была возможность там чуть попробовать. Ну вот я оказался в той же самой ситуации, только единственное, что у меня деньги были, но они мне не помогали, понимаешь? То есть я не видел какого-то специалиста, который бы даже за деньги мог бы мне решить эту проблему. Причем, если бы я его увидел, я бы деньги бы достал вообще без проблем были любые. Но я не видел, понимаешь? Если только, я не знаю, там взять, может, каких-то Тони Роббинса, но это уже для меня, наверное, те деньги, которые бы я не достал. Сколько там личный коучинг? С $1 000 000, наверное, был бы, да? Вот. Ну и, значит, вот я оказался перед выбором, понимаешь? Либо я живу как есть, и я понимаю, что внешняя моя картинка все больше растет, цветет и пахнет, а внутренне я как бы просто медленно сгораю. Ну, либо я занимаюсь этим сам. Я попробовал заниматься этим сам, совмещая это со своей деятельностью в йоте на тот момент. Но не пошло, я понял, что это требует больше внимания. Пришлось выбрать либо карьера, либо вот все с нуля как бы в сфере саморазвития. Но я выбрал, что я занял, я начал все делать с нуля. Все забросил абсолютно, что у меня было на тот момент. Ну, а было много. Было много, но пришлось все начинать с нуля, как бы без образования, без чего бы то ни было. Если у тебя такая ситуация, то тебе тоже, ну, понимаешь, у меня была мотивация. Я понял, что я вот так, как есть, не хочу. Я не хочу прожить жизнь во внешней картинке. Мне это не подходит, это не мое. Кому интересно, пусть живут. Но мне так не надо. Поэтому, если у тебя нету этого, нету этого, нету этого, ну так ты спроси себя, что ты хочешь-то в этой жизни? Как ты хочешь ее прожить? Что ты хочешь в этой жизни испытать вообще? Вот я замахнулся на очень крутое переживание, понимаешь, на познание истины. Люди в этом мире имеют разные переживания, да? То есть у кого-то есть там этот лишний $1 000 000. Ну ты пойми, что таких людей сотни миллионов на Земле. У кого-то есть еще там что-то. Кто-то умеет космические корабли строить. Кто-то вот доказал гипотезу Пуанкаре. Поймал кусок истины. Ну вот, а мне захотелось пережить понимание, как устроен человек. Я видел, что этого ни у кого нет. Мне вот захотелось. Я попробовал, и мне кажется, у меня получается. Ну, и это с моей точки зрения игра стоит свеч, как бы, то есть за это я имею кайф быть настоящим. То есть я могу смотреть на людей, и я вижу, что с ними на самом деле. А с моей точки зрения большинство людей не видят, они спят. Не видят ни про себя, ни про других. А я смотрю и вижу, что на самом деле происходит. Я вижу, что на самом деле происходит в обществе, например. Ну, соответственно, как бы, ну, это тоже некий мой кайф. То есть жизнь намного страшнее и прекрасней, когда ты смотришь на нее на настоящую. Палитра большая. Ну, жизнь-то сама, она же в изобилии. Поэтому она требует там, ну, много чего от тебя, чтобы ты этот взгляд удерживал. Но мне это привлекательно. Понимаешь?
тебе тоже надо решить, что ты хочешь пережить в этой жизни, какая тебе вибрация волнует. Это не обязательно должна быть как бы там истина или что-то в этом роде. Может, ты хочешь пережить, ну, я не знаю, что-то. Может, какой-то там кайф власти над какой-то сферой жизни. Ну, и тогда как бы ты найди что и спроси себя, на что ты ради этого готов. Вот, потому что это важно жить, зная, что ты живешь ради того, за что ты готов, ну, много отдать. Это делает жизнь как бы богатой, внутренней, на переживания. Как-то я скатился уже совсем уж в далекие философские вопросы, но тем не менее.